Здравствуйте, друзья! Почему же в советских хрущевках нет балконов на первом этаже? Вроде бы банальный вопрос, но в интернете есть несколько версий подобного решения. Давайте сейчас разбираться, почему же так произошло в свое время. И как выяснилось, на это есть несколько причин. Причина первая. Первые этажи хрущевок расположены очень низко. Поэтому, если обустроить там балкон, то залезть на него будет проще простого. Для воров, домушников, балконы на первом этаже стали бы настоящим подарком. Версия на самом деле не очень. Так как что балкон с окном, что просто окно без балкона, для воришки, как мне кажется, все равно. Понятное дело, в незастекленном балконе с первого этажа никто не будет что-то хранить. Но залезть в квартиру хоть с балконом, хоть без балкона довольно легко. Причина вторая. В правилах противопожарной безопасности балконы всегда упоминаются в числе эвакуационных выходов. Жители первого этажа могут вполне безопасно выбраться из квартиры через окно. Так что с точки зрения оперативной эвакуации балкон выглядит довольно-таки бесполезным. Версия на самом деле странная, учитывая, что в хрущевках, насколько я понимаю, нет пожарных лестниц на балконе. А как тогда с них эвакуироваться? Прыгать, что ли? Очень сомневаюсь, что это удачная идея. Причина третья. Советские хрущевки проектировались с использованием социальных методик. Архитекторы тщательно рассчитывали проектировку дома, моделируя различные бытовые ситуации из жизни типичной советской семьи в стенах будущей хрущевки. То есть сначала инженеры рассчитали эти необходимые размеры путем многочисленных замеров, а затем уже разработали проект на основе полученных данных. Сушка белья в те годы предполагалась на улице или чердаке в зимнее время. Балконы же по большей части предусматривались как площадки для выхода на улицу, а жители первых этажей спокойно могли выйти на улицу из квартиры, так как располагались близко к выходу из подъезда. Поэтому жители верхних этажей, по мнению проектировщиков, нуждались в балконе больше. Чтобы выйти во двор, отдохнуть после трудового дня, им нужно было спуститься на несколько лестничных пролетов вниз, а затем ровно настолько же подняться вверх, что, согласитесь, куда тяжелее. Причина четвертая. Кварталы хрущевок строились от заводов и предприятий. Из-за нехватки денежных средств и материалов иногда руководители отказывались от каких-либо элементов. Балконов с торцов зданий, балконов на вторых этажах, иногда балконы исключали на каком-либо одном стояке. Иногда от балконов отказывались взамен на устройство раздельного санузла. В основном же лежал один проект. Все санузлы совмещенные. Балконы есть во всех квартирах, кроме первого этажа. То есть все делалось из рациональных соображений, но с целью экономии. Часто такие решения принимались вместе с будущими жильцами конкретного дома. Квартира без балконов стоила дешевле. Так что получается, что в хрущевках не строили балконы на первых этажах только из-за соображений экономичности. А что вы думаете по этому поводу? Напишите ваше мнение в комментарии. Я считаю, что мнение каждого полезно и важно.